Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня я буду делать с вами вместе печеные пирожки, завитушки с мясом, с картошкой. Очень вкусные, очень сочные и легко исполняемые. Для теста нам понадобится 100 грамм сметаны, 100 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 5 грамм дрожжей, 1 чайная ложка соли. И муку я заранее просеяла. Муки берем грамм 400. Кладем сливочное масло и перетираем с мукой. Делаем такую крошечку. Масло мы взяли комнатной температуры. Оно не сильно мягкое, но и не твердое. Вот так перетираем. Перетираем. Теперь отставим в сторону. Берем сметану 100 грамм. Добавляем 1 яйцо. Все берем комнатной температуры. Все хорошо взбиваем. Добавляем соль. И добавляем 5 грамм дрожжей. Все это перемешали и выливаем в муку. Замешиваем тесто. Тесто должно быть мягким, эластичным, для того, чтобы потом нам легко было. Вот такое тесто у нас получается. Сейчас мы его соберем в комочек. Вот такое тесто у нас получилось. Сейчас мы его оставим настояться чуть-чуть, чтобы чуть-чуть дрожжи начали просыпаться. Пусть постоит. Вот. Тесто здесь получается полусдобное, полупесочное, дрожжевое какое-то. Очень вкусное тесто. Вот. Сейчас мы его пленочку завернем и оставим настаиваться. Отдохнуть, чтобы потом выдать нам вкусные пирожки. Сейчас, пока наше тесто отдыхает, мы примемся готовить начинку. Начинка у нас будет двойная. Картофель с луком, мясо с луком. Как мы ее будем лепить, я вам покажу. Так, мясо я взяла говядину, сравнительно жирную. Вот. Будем резать маленькими, на маленькие квадратики, кубики. Так будем резать. Мясо я взяла грамм 300. Одну большую луковицу, половину луковицы в мясо добавлю, половина в картошку. Соль, перец по вкусу буду добавлять. Вот я заканчиваю крошить мясо. Старалась помельче покрошить. Конечно, легче было бы взять фарш, но мне кажется, резное мясо будет повкуснее, чем фарш. Вот сейчас я начну крошить лук. Это желтая шкурка. Так, лук тоже буду крошить очень мелко и отправляю все это к мясу.
теперь мы займемся картошкой. Картошку тоже будем мелко крошить кубиками. Картошечку вот такими кубиками. И лук точно так же будем крошить. Теперь мы берем, солим, перчим мясо. Ну, я, наверное, руками буду делать. Так, солим, перчим. И хорошо обжимаем. Теперь мы проведем ту же манипуляцию с картофелем. В картошку добавлю чуток растительного масла, чтобы она не была сухой. И начнем лепить. Так, теперь мы принимаемся за лепку этих пирожков, самсы, не знаю как назвать. Вот, тесто наше такое мягкое, эластичное, хорошее. Вот. На 2 части. И каждую часть еще на 2 части. Каждую часть формируем в шарик. Печь мы будем в духовке. Я предварительно приготовила противень, настелила его бумагой и смазала растительным маслом. Катать будем потоньше, потому что оно будет получаться в несколько слоев, чтобы не казалось. Чем тоньше, мне кажется, будет, тем вкуснее. Вот наши шарики. Вот. Я их накрываю пленочкой снова. И по одному буду катать. Вот. Видите, у меня даже рисунок просвечивает снизу. Теперь мы его разделим вот так на полосочку. Кладем вот так мяско. И это вот так загибаем. Вот. Кончики сразу надо склеивать их, чтобы у нас потом, когда мы его поставим, не вытекал сок. Следующим слоем кладем картошечку. И опять вот так же заворачиваем. Вот. И скрепливаем кончики. И уже вот так заворачиваем полностью. Вот. Теперь мы концы хорошо скрепливаем, чтобы наш сок не вытекал. Вот такие они у нас получаются. Вот это мы вот так отогнем, чтобы получилось как розочка. Вот. Вот что у нас получилось. Снизу, вот видите, я все вот так залепила, чтобы сок наш не вытекал. Все будет внутри. Вот. Ставлю на противень. Вот что у нас получилось. Чуть фаршу и картошки осталось. Сейчас буду сидеть, думать, что еще приготовить вкусненькое. А пока смажем яйцом их красиво. Так аккуратненько смажем, чтобы у нас красивый цвет получился.
Хорошо, красиво запеклось. Вот что у нас получилось. Теперь мы идем ставить в духовку их. Вот смотрите, какая красота у нас получилась. Ну, а вкусно или не вкусно, вы узнаете, когда сами приготовите ее по моему рецепту. Это заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень рада каждой встрече с вами. Сейчас я вам покажу ее в разрезе. Они горячие, но я постараюсь. Вот что у нас получается. Вот. Двухкамерная самса. В одной камере картошка, а в другой мяско. Вот. Такие они сочные получились. Надеюсь, что они